21 октября 2021 года председатель Медиасовета Дубая, Его Величество шейх Ахмед бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум открыл Айн Дубай – самое большое и высокое в мире колесо обозрения. Это событие весь мир ждал очень долго. Если взять во внимание, что строительство колеса началось еще в далеком 2013 году, окончательное его открытие планировалось еще в 2020, приуроченном к Всемирной выставке Экспо 2020. Но пандемия и технические трудности внесли свои коррективы. Расположенный на острове Blue Waters, Айн Дубай, с которого открывается панорамный вид на город в 360 градусов, открыт как днем, так и ночью. А для его строительства было использовано 11 тысяч тонн стали, что вдвое больше, чем при создании Эйфелевой башни. А каждая нога, соединяющая со ступицей колеса, имеет высоту 126 метров. Обсерватория может одновременно принять на борт 1750 гостей, и к услугам посетителей Айн Дубай более 19 вариантов декорируемых кабинок в 3 основных категориях – смотровые, для мероприятий и частные. Но давайте все по порядку. Немножечко истории. Согласно данным одного журнала, первое колесо обозрения в мире открылось еще в 1893 году для Всемирной выставки в Чикаго. Колесо высотой 76 метров было разработано американским инженером-строителем, целью которого было создание конструкции, способной составить конкуренцию Парижской Эйфелевой башне. Следом в 1895 году было представлено Великое колесо в Лондоне. Рекордный Айн Дубай затмевает 165-метровый Сингапур Плеер и почти вдвое больше лондонского глаза, сказал Рональд Дрейк, генеральный директор аттракциона. В последние годы в Эмиратах было очень много грандиозных проектов и открытий, приуроченных к Экспо 2020. Один из них – искусственный остров Blue Waters Island. Это одна из самых ожидаемых достопримечательностей Дубая, которая обошлась им почти в 1,6 миллиардов долларов. Остров Голубых вод уже сейчас это, например, лакшери и диковинной роскоши. Этот остров разделен на 5 зон – торговая, развлекательная, гостиничная, жилая и пляжная. Остров расположен напротив одного из элитных районов города – Дубай-Марина, и соединен с материком пешеходным и автомостом. Именно в центре насыпного острова было спланировано строительство грандиознейшего Айн Дубай. Немного цифр. Ключевые компоненты Айн Дубай были собраны с помощью 2 крупнейших в мире кранов. Грузоподъемность каждого составляет более 3000 тонн. Вес одной только соединяющей мачты колеса равен 1800 тоннам, что приравнивается к весу 4 аэробусов. А длина каждой опоры, так называемой ноги колеса, равняется 126 метрам. А вот укрепление основы колеса уходит под землю на целые 35 метров. А стали было использовано ценных 11 тонн, что на 33% больше, чем при возведении Эйфелевой башни. Айн Дубай быстро стал одной из самых выдающихся достопримечательностей Ближнего Востока. Аттракцион присоединился к обширному портфелю развлечений Dubai Holding, который включает в себя Dubai Parks and Resort, Global Village, Coca-Cola Arena, Roxy Cinema, ведущие аквапарки и многое другое. Но далеко не все было так гладко, как хотелось. Проект был освещен еще в 2013 году. В мае 2015 года он начал осуществляться, и первое его открытие планировалось еще на 2019 год. В официальных источниках было указано, что открытие колеса было перенесено в связи с пандемией, несмотря на то, что сам остров, отель, инфраструктура к этим срокам уже работали и даже принимали гостей. Среди местных поговаривали, что из-за строительного просчета конструкция оказалась слишком тяжелой, и насыпная основа не могла выдержать даже скелет обсерватории без кабинок, что послужило затягиванию финальной стадии строительства.
Но, несмотря на все трудности, Дубай стал обладателем еще одного рекорда и владельцем самой большой обсерватории в мире. Вы только вдумайтесь, специально для колеса обозрения был создан искусственный остров Blue Waters, на котором уже есть жилые дома, отели и вся инфраструктура. А глаз Дубая превосходит своего предыдущего оппонента на целых 82 метра. А стоимость проекта, по подсчетам за 2020 год, обошлась около 270 миллионов долларов. Ну что, с нудной частью видео мы с вами закончили, теперь переходим к более интересной. Добраться до насыпного острова Голубая вода можно пока двумя основными способами. Это на авто либо на такси, здесь достаточно много подземных парковочных мест, либо по пешеходному мостику с набережной Жибиар. Я вам очень советую побывать на этом острове, даже вне аттракциона. Здесь чудесная набережная с многочисленными кафе и ресторанами, с хорошим видом на воду и город. А также здесь постоянно устраивают уличные фестивали и много-много разных плюшек. Итак, давайте же перейдем к практической части видео. Для того, чтобы восхититься красивейшими пейзажами города с помощью самого большого колеса обозрения в мире, вам необходимо приобрести билеты на этот аттракцион. Капитан Очевидность, скажете вы? И таки да, потому что всегда это можно сделать как минимум двумя логичными способами. Первый способ может показаться вам не совсем логичным, но это купить билет в крупной туркомпании, например, у гида в вашем отеле. Что же здесь логичного, могут спросить некоторые из вас. Так вот, с опытом человека, съевшего собаку на работе в туризме, могу вам сказать простыми словами, что крупный туроператор зачастую выкупает достаточно большое количество билетов в такие места, за счет чего сапплайер, это, скажем так, хозяин данного объекта, делает компании хорошую скидку, частично с которой затем этот же туроператор продает данные билеты. Поэтому зачастую можно столкнуться с тем, что у турфирмы будет билет немножечко, но дешевле, даже чем на официальном сайте. И второй вариант покупки – это официальный сайт, на который вы всегда можете зайти и сравнить цены с рыночными. Все остальные варианты бронирования билетов я не рассматриваю, так как они автоматически попадают в той или иной степени в зону риска. Итак, что вы можете найти на официальном сайте Ain Dubai? Минимальная стоимость входного билета на одного взрослого – это 130 дирхам. Кстати, для удобства я вам рекомендую пользоваться программками-конвертерами. Вот одна из них, например, даже в оффлайн режиме, она быстро переведет любые тугрики в более привычную вам валюту, и плюс она абсолютно бесплатная. Так вот, я очень люблю такие сайты, на которых все расписано и нет никаких подводных камней. И я постоянно повторяю, что старайтесь покупать все услуги там, где это будет прописано, а не просто сказано на словах. Поверьте, это очень важно. Вот как в данном случае, например, прописано, что один полный оборот колеса займет у вас 38 минут, что кабинка является shared, то есть помимо вас там еще будут находиться люди, и что вам будет предоставлен вид на 360 градусов. Как видите, здесь очень много вариантов билетов, как в private кабинке, так и новогодние, с прогулками на яхтах и так далее. Но самыми массовыми все-таки являются два варианта. На них я и обращаю ваше внимание. Первый вариант – это взрослый билет в общую кабинку стоимостью от 130 дирхам. И если вы детишная семья, то есть очень хороший семейный билет за 370 дирхам, включающий посещение двух взрослых, с обязательным условием, что один из них должен быть старше 21 года, и плюс 2 ребенка возрастом от 3 до 12 лет. Детки до 3 лет катаются бесплатно. Кстати, сам наследный принц Дубая участвовал в открытии колеса обозрения, и на просторах интернета можно увидеть вирусное видео, где он забрался на самую верхнюю точку с чашечкой кофе. Ох уж это восточное тщеславие! Крайний момент на тему с билетами – это время и, соответственно, ему стоимость. Везде в мире практикуется понятие prime time.
То есть это, на взгляд организаторов, лучшее время для посещения объекта. Здесь, как и зачастую везде, это опция заката. И самые дорогие билеты, как вы видите, это на 5 вечера. Теперь давайте вкратце пробежимся по правилам посещения. Первое. В билете прописано, что вы должны быть уже на месте за 40 минут до времени поднятия. Второе. С напитками, водой и едой на борт капсулы не пропускают. Наличие маски пока еще обязательно. У меня мама боится высоты, но здесь она чувствовала себя отлично, так как кабинка довольно большая и просторная. Колесо работает с полудня до 10 вечера. Самый крайний заезд в 9. К сожалению, мы не планировали заранее посещение на колеса, и билетов на прайм-тайм не было уже на ближайшие 2 недели. Учитывайте это, когда вы будете планировать ваш отдых. Мы брали билеты на 2 часа дня, и, как видите, блики от стекла не очень нас беспокоили. У меня на канале я рассказываю о жизни наших за границей на основе нашего личного многолетнего опыта, на примере Эмират, Турции, Таиланда и так далее. А вот если вам интересно, к примеру, как живут наши в Китае, то могу порекомендовать вам прикольных ребят, которые легко и позитивно об этом рассказывают. Ссылочку оставлю вам под видео. Колесо обозрения может вместить в себя до 1750 человек одновременно. И вот такая капсула-кабина, в которой мы сейчас находимся, в обыденные суровые дни в себя вмещает до 40 человек. То есть это целый автобус людей. Но в карантинное время разрешают порядка 10 человек. То есть это еще один плюс, чтобы не откладывать посещение данного чуда. Если сказать прямо на чистоту, я шла с предвзятым отношением. У нас довольно большой опыт поднятия на смотровые площадки по всему миру. Но вот это место прям крутое. Здесь все сделано практично и по уму, что не очень часто увидишь в Дубае. Во-первых, здесь обзор на 360 градусов. То есть такого практически нет вообще нигде. Тем более ни на каком колесе обозрения, где максимум вы захватываете 180 градусов. Плюс здесь поистине хороший вид. Все визитные точки Дубая. Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа, Бурдж-Аль-Араб, вплоть до взлета и посадки самолетиков на скайдайвинге. Здесь комфортная температура, хорошо работают кондиционеры, а также есть островок, на котором можно оставить свои вещи, либо присесть. Предлагаю вам сейчас отвлечься на минуточку от забот и насладиться этим потрясающим... Притяжение фестивалей, праздников, фейерверков, частые шоу дронов и лазерные шоу. В темное время суток, а оно здесь наступает уже в 6 вечера, каждые полчаса на светодиодных экранах колеса проходит небольшое лазерное шоу. И если в прошлом году практически все события были приурочены к Экспо 2020, то в этом году стране исполнилось 50 лет. И абсолютно все, что происходит здесь, будет символизировать именно эту дату. Это место с особой атмосферой, и сюда однозначно хочется вернуться. Путешествия лишают вас дара речи, а затем превращают в лучшего рассказчика. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Поддержите его, пожалуйста, лайком, комментарием и подпиской. И до встречи в новых волшебных местах. Пока-пока!